Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать о 70 самых опасных и жутких существах Мирового океана. Из этого видео вы узнаете следующее. Почему тигровых акул называют мусорными баками океана? Почему от этой красивой крохи стоит держаться подальше? Каким образом белая акула может выследить добычу на расстоянии более 1,5 километров? Какую смертельную опасность могут нести в себе совершенно безобидные кораллы для аквариума? Что такое синдром Ируканджи и как открыли новый вид смертельно опасных медуз? Чего лишен осьминог дамба и почему? Какое животное больше синего кита? Самец и самка какой рыбы отличаются по размеру в 1000 раз? На какой глубине живет самая глубоководная рыба? Насколько прожорлив черный живоглот? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Океаны мира являются домом для многих экосистем. По оценкам ученых, под водой могут жить до миллиона видов живых существ, из которых только 25% знакомо человечеству. Зачастую, океан – это опасная среда для жизни, поэтому каждый вид должен эволюционировать и адаптироваться, чтобы дать себе лучшие шансы на выживание. Это привело к развитию у некоторых видов морских животных уникальных защитных и наступательных способностей. В этом видео мы расскажем о 70 крайне опасных и жутких существах морей и океанов. Погнали! 1. Тигровая акула. Тигровые акулы широко распространены в тропическом и субтропическом поясе Мирового океана, где обитают как в открытых водах, так и вблизи побережья. Они особенно распространены у островов в центральной части Тихого океана. Тигровые акулы, возможно, представляют большую опасность для человека, чем большие белые акулы, потому что они часто встречаются близко с местом обитания или отдыха людей. Эти крупные хищники достигают длины 5,5 метра. Их можно опознать по темным полосам на туловище, напоминающим рисунок на шкуре тигра. У тигровых акул очень разнообразный рацион, который включает ракообразных, рыб, морских млекопитающих, птиц, головоногих, морских змей и черепах. Их также называют мусорными баками океана, потому что в желудках пойманных тигровых акул часто находят несъедобный мусор. Тигровые акулы обычно не проявляют активной агрессии к людям. Однако в тропических водах тигровая акула представляет собой едва ли не наиболее опасный для человека вид. Это объясняется тем, что они часто делят воду с человеком. Известно много случаев, когда в желудках пойманных акул находили части человеческого тела. В среднем на Гавайях происходит 3-4 нападения в год, большинство атак не приводят к смерти жертвы. 2. Кубомедуза. Существует по крайней мере 51 известный вид кубомедуз. Хотя вы можете встретить таких медуз практически в любой точке мира, наиболее опасными являются те, которые обитают в водах Индо-Тихоокеанского региона. Кубомедуз легко отличить от представителей других классов по их форме, которая в сечении имеет прямоугольную форму. По 4 сторонам туловища расположены основания щупалец, от каждого из которых отходит одно или несколько щупалец. Покрывающий щупальца эпидермис содержит множество стрекательных клеток, с помощью которых кубомедузы убивают своих жертв. Опасность кубомедуз совсем не зависит от их размера. Причина, по которой они так опасны, кроется в их щупальцах, покрытых несметным количеством книдоцитов, клеток,
которые содержат крошечные структуры, напоминающие гарпун. Эти микрогарпуны прокалывают кожу жертвы и вводят коктейль из мощных токсинов. Хотя медузы и не нападают на людей, человек часто случайно вступает в контакт с их щупальцами. Например, почти каждый год в Австралии случаются смертельные случаи вследствие ожогов от кубомедуз. 3. Голубой дракон или голубой ангел – это вид крошечных брюхоногих моллюсков, которые вырастают до размеров от 5 до 40 мм. Они проводят свою жизнь, плавая на поверхности океана. В процессе эволюции они приобрели окраску, которая позволяет им оставаться малозаметными и для тех, кто плавает под ними, и для тех, кто над ними летает. Они полагаются на течение и ветер, чтобы перемещаться, и были обнаружены в морях и океанах по всему миру. Глядя на голубого дракона, сложно понять, что же такого опасного в таком крошечном существе. В его рацион входят ядовитые существа, такие как португальский кораблик, антомедузы, а также другие брюхоногие моллюски. Голубой дракон совсем не обращает внимания на присутствие яда в своих жертвах. Он накапливает токсины от своих жертв и может использовать его для охоты или защиты. Люди, заметив такое яркое и крошечное существо на поверхности воды, пытаются взять его в руки и вскоре понимают, какую ошибку они совершили. Жертвы голубого дракона могут страдать от сильной боли, тошноты, нарушения сердцебиения и тяжелых аллергических реакций. 4. Цветочный еж. Несмотря на то, что морские ежи остаются практически неподвижными, на морском дне они наносят травмы большому количеству людей. Но из множества морских ежей, с которыми не стоит сталкиваться, особо выделяется цветочный еж. Обитает цветочный еж на рифах и морском дне в водах Индо-Тихоокеанского региона на глубине до 90 метров. Их можно легко идентифицировать по небольшим отросткам, похожим на маленькие цветы, которые развиваются по всему их телу. И в отличие от большинства морских ежей, вводящих яд через шипы, цветочный еж использует для этого именно эти отростки педициллярии. При возбуждении или столкновении с потенциальной угрозой педициллярии вводят яд в жертву. Кончики этих отростков также могут отламываться от стеблей и прилипать к месту контакта, сохраняя способность непрерывно вводить яд в течение нескольких часов. 5. Американский хвостокол. Эти причудливые рыбы обитают в субтропических водах западной части Атлантического океана. Максимальная зарегистрированная ширина диска туловища американского хвостокола 2 метра, а вес 135,5 кг. Шип на его хвосте зазубрен и покрыт ядовитой слизью, используемой для самообороны. Эти скаты встречаются в прибрежных водах на песчаном дне, в зарослях водорослей и на коралловых рифах на глубине до 53 метров. Подобно большинству хвостоколов, они ведут донный образ жизни и часто лежат неподвижно под слоем осадков. Рацион американских хвостоколов составляют двустворчатые моллюски, ракообразные, мелкие костистые рыбы и черви. Когда они чувствуют угрозу, они зарываются в песок, чтобы стать как можно более невидимыми. Обычно эти рыбы не агрессивны в присутствии людей. Но из-за ядовитого шипа на хвосте американские хвостоколы потенциально опасны для человека. Скаты в основном используют пути наименьшего сопротивления. Они сбегут, они будут сражаться, большинство из них просто уплывет. Но если их настойчиво преследовать, скаты вполне способны защищаться. Ежегодно только в США регистрируется около 1500 ранений, связанных с нападением скатов. Некоторые травмы скатов смертельны. Чаще всего смертельные исходы после нападения ската связаны с попаданием шипа в область сердца. 6. Конусная улитка. Конусы или конусные улитки – это семейство хищных брюхоногих моллюсков. Своих жертв, в роли которых обычно выступают разные черви и моллюски, реже ракообразные и рыбы, конусы парализуют с помощью яда. Науке известно более 800 видов конусов. Большинство представителей вида обитают в теплых тропических морях. Конусные улитки бывают различных форм и размеров, и выглядят они вполне безобидно. Но нужно помнить, что они – сложные хищные животные.
Они охотятся и обездвиживают добычу, используя специальный зуб вместе с ядовитой железой, содержащей нейротоксины. Зуб вылетает изо рта улитки как гарпун. Поскольку все конусные улитки ядовиты и способны ужалить людей, с ними следует обращаться с большой осторожностью или желательно вовсе не контактировать с ними. Укус маленького конуса принесет человеку вреда не больше, чем укус пчелы. Количество токсина, которое может ввести крупная особь, может быть смертельным. Симптомы после укуса конусной улитки довольно неприятные: помутнение зрения, сильная боль и мышечный паралич. В некоторых случаях может наступить даже паралич дыхательной системы. 7. Синекольчатый осьминог. Синекольчатые осьминоги – род осьминогов, включающий в себя 4 вида, обитающих в прибрежных водах Тихого океана, от Японии до Австралии. Несмотря на небольшой размер, обладают достаточно агрессивным характером и признаются одними из самых ядовитых животных в мире. Их легко распознать по синим и черным кольцам и желтой коже. Длина туловища этого осьминога всего 4-5 см, длина щупалец до 10 см. Синекольчатый осьминог, несмотря на небольшой размер, содержит такое количество яда, которого достаточно для убийства 26 взрослых людей в течение нескольких минут. Кроме того, их укусы небольшие по размеру и часто безболезненны. Многие жертвы не знали, что подверглись нападению, вплоть до наступления первых признаков отравления. Противоядие от яда синекольчатого осьминога до сих пор не найдено. Тетрадотоксин вызывает сильный, а зачастую и полный паралич тела. Жертва остается в сознании, но не может двигаться. 8. Бородавчатка или рыба-камень. Бородавчатка или рыба-камень – морская хищная рыба с ядовитыми шипами на спине, которая обитает на дне возле коралловых рифов. Эти рыбы за время эволюции выработали способность маскироваться под камень. Рыба-камень считается самой ядовитой рыбой в мире. Бородавчатка распространена на мелководье Тихого и Индийского океанов, от Красного моря до Большого барьерного рифа, а также в водах Индонезии, Филиппинских и Маршалловых островов, островов Фиджи и Самоа. Любители отдыхать в Египте, имейте в виду, вы можете столкнуться с этой рыбой на пляжах Хургады, Шарм-эш-Шейха и Дахаба. Если вы наступите на такую рыбу, то получите дозу ядовитого токсина через колючие лучи спинного плавника. Этот яд причиняет сильнейшую боль с возможным шоком, параличом и отмиранием тканей в зависимости от глубины проникновения. При малейшем раздражении бородавчатка поднимает колючки спинного плавника, которые легко могут проткнуть обувь человека. При глубоком проникновении укол может стать смертельным для человека, если ему не будет оказана медицинская помощь в течение нескольких часов. 9. Такифугу. Рыба такифугу или просто фугу. Во всем мире известно по крайней мере 120 видов этих рыб. И хотя у каждой из них есть свои особые черты, всех их объединяет способность при угрозе раздувать свое тело и обнажать ряд шипов, содержащих сильнодействующий токсин. Несмотря на способность надуваться, основной защитой рыб вида является нейротоксин, содержащийся во внутренних органах, в основном в яичнике и печени. Это делает фугу летальной едой для большинства хищников, в том числе и для человека. Токсин, содержащийся в рыбе, называется тетрадотоксин, и сама рыба его не вырабатывает, а лишь накапливает его в своем организме. Тетрадотоксин вырабатывается особыми морскими бактериями, которые затем поедаются разнообразными живыми организмами. Таким образом, рыба приобретает токсичность с пищей. Ежегодно фиксируются смертельные случаи отравления при поедании рыб фугу. 10. Голубоперый баллистот. Голубоперый баллистот – тропическая морская рыба из семейства спинороговых. Эти рыбы живут в Красном море, а также в Индо-Тихоокеанской области от побережья Южной Африки до Японии. Голубоперый баллистот достигает длины около 75 см и весит до 10 кг. Они в основном питаются моллюсками, ракообразными и кораллами. Употребление в пищу этой рыбы может привести к отравлению сиглотоксином, который содержится в тканях рыбы. Но наибольшую опасность для человека представляет не яд и мощные челюсти этой рыбы.
Голубоперый баллистот обычно опасается дайверов и ныряльщиков, но во время сезона размножения самка решительно охраняет свое гнездо, которое размещается на плоской песчаной поверхности, от любых злоумышленников, и случайно оказавшиеся рядом люди могут подвергнуться нападению. Укус этой рыбы достаточно силен, чтобы прокусить гидрокостюм и нанести серьезные увечья. 11. Бородатый огненный червь. Обитатель тропических вод Атлантики и Средиземного моря, бородатый огненный червь – потрясающее существо, которое можно встретить на рифах. Бородатые огненные черви обычно имеют среднюю длину 15 см, но могут достигать 30 см. Их окраска и строение тела делают их похожими на сороконожек. Каждая из 1000 щетинок, покрывающих их тело, содержит мощный нейротоксин, который может использоваться для обездвиживания добычи или для защиты от хищников. Так как это очень медлительные существа, они представляют небольшой риск для человека. Однако если взять такого червя голыми руками, его щетинки легко могут впиться в кожу и остаться там, вводя в тело большое количество нейротоксина. Это не несет смертельной опасности, но может причинить очень сильную боль в течение нескольких дней, а также может вызвать головную боль и тошноту. 12. Португальский кораблик. Португальский кораблик или физалия – колония полипоидных и медузоидных особей, внешне похожая на медузу, но медузой не являющаяся. Это сифонофора – примитивный беспозвоночный организм. Он представляет собой колонию из 4 видов полипов, сосуществующих вместе. Каждый из них выполняет отведенную ему функцию. На одном из концов колонии расположены длинные щупальца и пневматофор, крупный прозрачный пузырь. Размер пузыря достигает 30 см, заполнен газом и удерживает колонию на поверхности воды. Именно он придает португальскому кораблику внешнее сходство с медузами. Ловчие щупальца представителей этого вида несут огромное количество стрекательных клеток, яд которых опасен для человека. Длина щупалец в расправленном состоянии может достигать 50 метров. Питаются португальские кораблики в основном личинками рыб, а также мелкими рыбами и мелкими кальмарами. При контакте со стрекающими щупальцами на месте ожога образуется болезненный отек, могут начаться мышечные судороги. У пострадавшего повышается температура, появляются озноб, тошнота и рвота. По одним данным, при ожогах физалии помогает смачивание пораженной кожи 3–5% раствором уксуса, который препятствует срабатыванию оставшихся в ране стрекательных клеток. Ни в коем случае не надо пытаться смыть яд пресной водой, от этого разрушаются еще целые стрекательные клетки с ядом, и боль резко усиливается. Если яд попал в глаза или боль не снимается в течение нескольких минут, то следует показаться врачу. Согласно другой точке зрения, применять уксус при ожогах, полученных от контакта с португальским корабликом, не рекомендуется. Уксус применяется при ожогах после контакта с медузами, яд же португальского кораблика иной. Стрекательные клетки разрушаются мгновенно, что делает уксус неэффективным. Для облегчения боли рекомендуется длительное время промывать пораженные участки горячей водой. В дальнейшем можно прикладывать лед. 13. Морская змея Дюбуа. Морская змея Дюбуа – ядовитая змея из семейства аспидов. Встречается около острова Новая Гвинея, в северных, восточных и западных районах Австралии. Именно здесь они встречаются чаще всего. Обычная длина составляет от 80 до 110 см. Морская змея Дюбуа обитает на глубине от 1 до 30 метров, среди кораллов, камней, а также песчаных и илистых отложений, где произрастает много водорослей. Часто встречается на мели. Это одна из наиболее ядовитых змей, уступает лишь тайпану и австралийской бурой змее. Действие яда этой змеи не вызывает опухолей или кровоизлияний. Токсины действуют на нервную систему и подавляют импульсы, отвечающие за дыхание, происходит паралич дыхательного центра, и жертва быстро погибает. 14. Тупорылая акула. Тупорылая акула, или серая бычья акула, или акула-бык – это вид акул,
обитающих в тропических и субтропических водах всех океанов. Встречаются в прибрежных водах на глубине до 152 метров. Часто заходят в пресные воды, заплывая на большие расстояния вверх по течению рек. Максимальная зарегистрированная длина такой акулы – 4 метра. Крупный размер, мощные челюсти, агрессивный характер и тот факт, что тупорылые акулы встречаются в мутной воде на мелководье и в реках, делают их одним из самых опасных видов акул для человека. Вероятно, одна или несколько акул-быков совершили серию нападений на людей у побережья Нью-Джерси в 1916 году, чем вдохновили Питера Бенчли на создание романа «Челюсти». 15. Иглоподушечный морской еж. Будучи всего несколько сантиметров в диаметре, иглоподушечный морской еж меньше бейсбольного мяча. Но его красота и небольшие размеры не соответствуют его смертоносным способностям. Этот вид морских ежей впрыскивает свой яд двумя способами. В мешочке на конце каждой иглы содержатся сильнодействующие токсины. Когда иглы входят в плоть, мешочек разрывается и яд впрыскивается прямо в рану. Укол причиняет мучительную боль и может привести к параличу или даже к смерти. Но помимо игл, у этого морского ежа имеются сотни крошечных челюстей, расположенных на трубчатых отростках. На конце каждой челюсти находятся отростки, напоминающие клыки, которые могут пронзать кожу. При контакте эти челюсти смыкаются, впрыскивая токсин, который разрушает нервную систему. Если дайвер схватит такого ежа, он может потерять способность дышать и двигаться, что приведет к гибели. Противоядия против укола такого морского ежа нет. Иглоподушечный морской еж обитает на мелководье, рядом с тропическими рифами. 16. Оливковая морская змея. Это одна из самых ядовитых морских змей в океане. Она вооружена маленькими полыми зубами, впрыскивающими ядовитый коктейль. Нейротоксины разрушают нервные сигналы, а миотоксины в это время разрушают мышечные ткани. Вместе они приводят к дыхательному параличу и к быстрой гибели. Кроме того, оливковая морская змея использует свой яд для переваривания добычи, которую находит на глубине до 40 метров. Но, как правило, она выслеживает будущую пищу на мелководье, среди коралловых рифов на побережьях Австралии и юге Новой Гвинеи. Во время охоты эта змея также использует секретное оружие, группу светочувствительных нервных клеток, расположенных у нее на хвосте, которые улавливают отражение на чешуе рыб. Это словно глаза с обеих сторон длинного, двухметрового тела. Оливковая морская змея редко применяет свой яд, чтобы навредить человеку. 17. Большая барракуда. В мире существует около 25 видов барракуд, но большая барракуда самая крупная из них. В длину она вырастает до 2 метров, а ее вес может превышать 45 килограмм. Большая барракуда охотится в одиночку, преследуя добычу на глубине до 90 метров, хотя чаще всего на мелководье и рядом с коралловыми рифами. Она обитает в тропических водах и водах умеренного пояса Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Этот хищник отлично определяет точное местоположение своей добычи благодаря великолепному зрению. Затем барракуда принимает две различные стратегии охоты: либо ждет в засаде, не двигаясь, либо преследует рыбу со скоростью более 55 км в час. Кроме того, она имеет отличное хищническое приспособление: 2 ряда зубов, один из которых режет как бритва, а другой, более крупный и похожий на кинжалы, хорошо удерживает добычу. К счастью, большая барракуда крайне редко нападает на человека. 18. Гребнистый крокодил. В поисках нового района охоты гребнистый крокодил может обратить свой взор на реку и проплыть до самого океана. Он обладает особыми железами, расположенными на языке, которые удаляют соль. Поэтому этот крокодил не погибает в соленой воде. Охотясь, он совершает резкий прыжок и набрасывается на добычу. Совершая череду поворотов, вращений и ударов, с помощью мощной челюсти он отрывает большие куски мяса и проглатывает их целиком. Гребнистый крокодил проплывает многие километры в морской воде в поисках пищи,
зачастую преподнося опасный сюрприз для человека. 19. Белая акула. Один из самых страшных хищников океана – белая акула, которая имеет целый набор отточенных органов чувств. Более четверти ее мозга отвечает за обоняние. Считается, что эта акула может выследить добычу на расстоянии более 1,5 километров. Наполненные гелеобразным веществом каналы выше ноздрей, которые кажутся черными точками, образуют систему под названием ампулы Лоренцини. Они, как и в случае с тупорылой акулой, позволяют им улавливать электромагнитное поле, создаваемое другими животными. Так как при каждом движении живой организм генерирует электрическое поле, белые акулы хорошо чувствуют биение сердца или плескание серфера на большом расстоянии. 3 ряда зубов режут как пила и отрывают куски добычи, что позволяет ей кормиться животными, которых она не может проглотить целиком. 20. Морская змея. Если вы когда-либо могли подумать, что только сухопутные змеи представляют смертельную угрозу для жизни людей, то стоит подумать еще раз. У морских змей также есть яд, который чрезвычайно опасен для людей. Но крайне редко они выпускают яд, кусая свою жертву. Тем не менее, если морские змеи впрыскивают яд, то последствия могут быть ужасными. Когда они кусают, то выделяется небольшое количество яда. Жертва при этом сразу не чувствует действия яда. В течение часа начинают проявляться такие симптомы, как головная боль, распухший язык и рвота. Затем следуют судороги и прогрессирующий паралич мышц. После 3-8 часов со времени укуса в крови начинает появляться миоглобин. В результате происходит разрушение мышечной ткани. Также может возникнуть почечная недостаточность. После 6-12 часов, если не оказано лечение, тяжелая форма гиперкальцемии может привести к сердечному приступу, а иногда и к летальному исходу. 21. Мурена. Мурена чаще всего встречается на глубине океана. При любой возможности они избегают контакта с людьми и считаются сравнительно пугливыми существами. Однако при реальной угрозе мурены могут показать, что они не те, с кем можно играть. От укуса мурены может возникнуть инфицированная рана, поскольку в их полости рта содержится огромное количество бактерий. У мурен плохое зрение, и в значительной степени они полагаются на тонкое обоняние. Многие водолазы лишились пальцев при попытке кормления с рук. 22. Глобстер. Глобстер – это неопознанная органическая масса, вымываемая на берега океанов или других водоемов. В 2017 году жуткий белый глобстер был запечатлен на видео, когда он плыл на мелководье в Миндоро, Филиппины. Местные жители пытались выяснить, что представляло собой массивное неопознанное морское существо. В кадре видно, что один человек трогает волосатое существо палкой, а второй фотографирует, когда волны падают вокруг него. Видео было опубликовано на сайте ViralHawk, и некоторые зрители решили, что таинственный зверь – это китовая туша. Один из пользователей написал: «Это мертвый кит». Нет тайны. Наиболее известным глобстером является монстр из Санкт-Августина, штат Флорида, вынесенный на берег в 1896 году, поскольку сохранилось множество его фотографий. На момент нахождения тело сильно разложилось и было наполовину погребено в песок, но все же в нем проглядывались черты какого-то гигантского осьминога-кальмара. Из-за отсутствия некоторых конечностей точные размеры туши установить не удалось, но по виду оно напоминало мешок грушевидной формы, высотой 1 метр, длиной 23 метра и шириной около 5 метров. Ученые предполагают, что при жизни этот глобстер мог весить от 18 до 20 тонн, а размах его щупальцев достигал от 45 до 60 метров. 23. Ядовитый полип Полисаутоксика. Полип, в науке известный как Полисаутоксика, несет ответственность за множество смертей туристов и даже опытных ныряльщиков. Он атакует стрекательными клетками, внутри которых находятся небольшие гарпунчики, выстреливающие в раздражитель со скоростью 60 км в час. Вслед за гарпуном разматывается нить,
по которой в тело жертвы впрыскивается разрушительный токсин. Исследователь Мортон Брюс в статье «Политоксин. История и предыстория» приводит древнюю гавайскую легенду о возникновении этого полипа. Согласно преданию, жители небольшой деревушки на острове Мауи ночью услышали крик боли, а на утро с моря не вернулся рыбак. После пропажи еще одного жителя островитяне решили, что во всем виноват горбун, живущий в одиночестве на скале. Когда они пришли к виновнику, тот напал, обнажив акульи зубы. Оказалось, что на скале жил сам бог-акула, по ночам промышлявший человечиной. Когда храбрецы победили монстра, они разорвали его на куски и сожгли труп, а остатки бросили в воду. Но злоба демона никуда не делась, и на подводных камнях выросли полипы Полисаутоксика, которые местные называли лимима и кохана, водоросли смерти из ханы. Их ядом они смазывали наконечники копий. Полисаутоксика, относящийся к шестилучевым кораллам, водится в теплых морях, часто находится в местах активного отдыха, например, на Красном море. Он очень красив и привлекает внимание отдыхающих, которые хотят его потрогать. Бывает, что из-за этого они умирают в муках. Один укол о такой полип вызывает боль в грудной клетке, тахикардию, затрудненное дыхание, гемолиз, разрушение эритроцитов и может вызвать инфаркт миокарда. Смерть наступает в течение нескольких минут после укола. Отследить точное количество жертв сложно, так как множество утонувших в теплых морях могли изначально потрогать красивый коралл, после чего просто захлебнуться. Выжившие счастливчики получают ужасные ожоги, которые долго не заживают. Более того, этот полип опасен не только для отдыхающих, но и для любителей держать аквариумы. Часто недобросовестные или просто неграмотные торговцы продают Полисаутоксика вместе с совершенно безопасными кораллами. Известны случаи отравления испарениями этих полипов. Например, в 2014 году целая семья получила отравление через 7 часов после того, как поместила полипы в свой аквариум. В другом случае беременная женщина, решившая почистить аквариум, попала в больницу, и у нее начались преждевременные роды. Самую же дикую историю приводит в своей лекции «Сила Полисау» исследователь Джулиан Спранг. Он рассказывает о некоем уникуме, который решил избавиться от кораллов, прокипятив камень, на котором они произрастали. В итоге ядовитыми испарениями отравилась вся его семья, после чего домочадцы долго восстанавливались в больнице. 24. Медуза Ируканджи. С обнаружением следующего смертельно опасного существа связана целая детективная история, дополненная самопожертвованием исследователя. Токсиколог и врач Алексей Водовозов в лекции «Этот ядовитый мир» приводит историю открытия этой медузы. Ируканджи – австралийское племя, живущее на побережье Квинсленда, и оно долгое время страдало от странной демонической напасти. Случалось, какой-нибудь человек шел купаться, а через некоторое время ему становилось плохо. Он ощущал головную и мышечную боль, тошноту и рвоту, боль в области живота, потливость, тахикардию, гипертонию и тяжесть в легких. А самое удивительное, он впадал в депрессию и обреченность и часто просил соплеменников его убить. Иногда они выполняли просьбу, считая, что жертву проклял морской демон. Такая болезнь получила название синдром Ируканджи. Все изменилось в 1961 году, когда доктор Джек Барнс решил разобраться, из-за чего же гибнут жители Квинсленда. Опросив их, он понял, раз все происходит после купания, значит дело в морском существе. Если человек не замечает укус или повреждения, значит оно очень мелкое и малозаметное. Поохотившись в местных водах, он наконец поймал подозреваемого, миниатюрную прозрачную медузу, чей купол был размером всего 5 мм, зато щупальца разматывались на целый метр. Чтобы доказать свою правоту, Барнс позволил медузе себя ужалить, после чего наблюдалась точно такая же клиническая картина, как и при синдроме Ируканджи. Конечно, эксперимент проводился в присутствии других докторов. Так открыли новый вид смертельно опасных медуз, которых сейчас насчитывают от 5 до 16 видов, по разным сведениям. И все они вызывают вышеназванный синдром. Назвали их в честь первооткрывателя Каруки Абарнеси.
Самое неприятное, что эти медузы жалят так незаметно, что человек осознает, что он отравлен, только когда начинают проявляться болезненные ощущения. Например, в документальном фильме «Нашествие медуз» рассказывают о незадачливом американском туристе Роберте Кинге, который в марте 2002 года решил поплавать рядом с рифом. Получив легкий укол в грудь, он не сильно обратил на это внимание. Но уже через 20 минут ныряльщик ощутил весь набор синдрома Ируканджи, после чего его отвезли в больницу, где он умер. Совсем недавно, 16 января 2023 года, The Guardian писала о том, что в Квинсленде были госпитализированы женщина и ребенок, ужаленные Ируканджи. К счастью, они выжили и их вскоре выписали из больницы. 25. Морская оса. Чемпион среди убийц. Однако самая знаменитая медуза-убийца – это Chironex fleckeri, также известная под названием морская оса. Ее открытие было не менее драматично, чем у Карукия Барнеси. История начинается в 19 веке все в том же Квинсленде. Кажется, я нашел место, куда никогда не поеду. На пляжах этого места начали погибать люди, вздумавшие искупаться или побродить по мелководью. При этом никакого опасного существа заметить не удавалось. Естественно, тут же появились слухи о невидимом демоне и прочие городские легенды. Загадка была раскрыта в 1955 году. В январе 5-летний мальчик играл на одном из пляжей и внезапно упал, не проронив и звука. Подбежавшие родители в ужасе обнаружили, что ребенок уже умер. 26. Глубоководный стеклянный кальмар. У этого небольшого представителя рода стеклянных кальмаров на голове выпучены встревоженные глаза, а длинный хвост на голове – это не что иное, как сложенные вместе щупальца. Кальмар складывает их и направляет вверх специально, чтобы быть как можно незаметнее для хищников. Прозрачное тело пропускает свет, и те, кто не прочь полакомиться, его попросту не замечают. Обнаружили этих странных существ в заливе Монтерей, Калифорния, на глубине более 300 метров. Это далеко не самый уродливый из глубоководных обитателей. Его можно было бы счесть почти милым маленьким морским животным, если бы только его внутренние органы не были полностью на виду. 27. Морской паук. В морских пучинах на разной глубине обитают до 1000 видов морских пауков. Хотя это членистоногое не представляет реальной угрозы для человека, его 4 пары длиннющих ног выглядят довольно устрашающе по сравнению с относительно небольшим тельцем. Хорошо, что мы его вряд ли встретим в жизни. 28. Длиннорогий саблезуб. Эти ужасные на вид 18-сантиметровые глубоководные рыбы на самом деле не представляют угрозу для людей. Они живут ближе к морскому дну на глубине до 5 километров, поэтому их окраска угольно-черная, только молодняк имеет светлый окрас. В рацион саблезубов входят мелкие рыбешки, кальмары или рачки. Так что своим внешним видом они могут напугать только кальмара с очень острым зрением, потому что на дне всегда темно. 29. Розовый морской огурец. Розовый морской огурец – это маленькое желеобразное существо, которое похоже на медузу. Сидит себе на дне и ест то, что лежит поблизости, планктон и все остальное, запихивая пищу щупальцами в рот. Если все съест, поднимается и целый километр, может плыть без остановок до более хлебных мест. По размерам огурец около 6 сантиметров, но иногда может достигать 25 сантиметров, а его внешний вид вызывает у людей такое отвращение, что организму дали название безголовая рыба-курица. 30. Плащеносная акула. Эта глубинная двухметровая акула большую часть времени проводит в темных водах, далеко под поверхностью океана, охотясь на кальмаров и мелких рыб. В результате об этих обитателях мало что известно, но кое-что ученые все-таки узнали. Это реликтовый вид, гибкостью очень напоминающий змею и точно так же заглатывающий свою жертву. Приоткрыв рот, змеевидная акула подманивает блеском своих зубов кальмара, а когда бедняга беспечно подплывает, его участь решена, так как из пасти чудовища выбраться назад уже нельзя из-за строения зубов. Лучше нам с ней не встречаться.
31. Акула домовой. Довольно страшная на вид акула, как правило, живет на дне океана. Как и плащеносную акулу, акулу домового редко замечают, что является благословением для любого, кто не является ученым. Размеры чудища более 3 метров, а ее длинный нос улавливает электромагнитные колебания, помогая ориентироваться на темном дне. Сравнение с домовым гоблином возникло еще и потому, что страшилище имеет розовую кожу. 32. Глубоководное жалящее желе. Даже обычные медузы могут вызывать неприятные чувства. Если с ними столкнется пловец, то рискует получить серьезные ожоги. А что будет, если встретить на пути прозрачную глубоководную медузу Халитрефес мааси, которая водится в одном месте в Тихом океане, поблизости от Мексики, на глубине 1,5 километра? У этой медузы, тело которой размером более полуметра, бесчетное число тонких щупалец, вернее, по подсчетам ученых, их примерно 70. Хорошо еще, что большая и смертоносная особь никогда не всплывает. 33. Северный глубоководный удильщик. Эту рыбу называют еще морским дьяволом и, видимо, не зря. Достигающая 1,2 метра рыба, похожая на раздутый шар с рядами огромных острых зубов, подманивает свою жертву при помощи свечения на своей удочке, прикрепленной к голове. Странная рыба во всем странная. Огромная по размерам самка отличается от самца, размеры которого от 6 до 15 сантиметров. Самцы крутятся вокруг до тех пор, пока не подыщут себе подходящую пару, после чего прикрепляются к ее телу и начинают утрачивать все свои органы, включая глаза и мозг. Взамен получают питание от избранницы, постепенно превращаясь в нечто, что является лишь половыми железами, готовыми оплодотворить. Эти рыбы просто просятся в сценарии хорошего фильма ужасов. 34. Рыба-капля. Желеобразный каплевидный бычок с застывшим на его лице, вечно недовольным выражением был единогласно признан самым уродливым животным из ныне живущих, что говорит о многом. Их странные студенистые тела помогают справляться с огромным давлением на дне океана, где бычки-капли потихоньку передвигаются, подыскивая корм. Это разочарованное в жизни существо плохо изучено, но оно оказалось прекрасным родителем. Пока мамаша сидит на икринках, папаша занимается патрулированием и охраной. 35. Пелагическая большеротая акула. Большеротая акула может достигать 5,7 метра в длину и весить 1,2 тонны, но несмотря на размеры, это не хищник, а цедильщик. У нее действительно очень большой рот, широко разинув который она проплывает сквозь скопление криля и таким образом получает свой рацион. Хотя она не такая массивная, как китовые и гигантские акулы, внушительное название подчеркивает ее безумно большую, но безопасную пасть. 36. Гигантский кальмар. У гигантских кальмаров самые большие глаза в животном мире, 27 см в диаметре, в центре глаза 9-сантиметровый зрачок, что достаточно устрашающе выглядит, а сами они достигают 8 метров в длину. Вдобавок ко всему у них удивительно сложная нервная система и мозг. В океане у этих гигантов только 2 врага: кашалот и белая акула. Человек пытается изучить этих умных подводных обитателей, но это можно сделать, только если мертвого кальмара на берег вынесет прибой. 37. Осьминог Дамбо. Это странное морское животное получило прозвище Дамбо по имени диснеевского слоненка за его особенно большие уши. Наибольший из когда-либо зарегистрированных осьминогов Дамбо имел длину 1,8 метра. Самое странное, что этот осьминог, живущий на большой глубине, передвигается при помощи ушных плавников, а управляет движением своими руками. Его пища – те неосторожные рыбы, которые рискнули нырнуть на глубину, а поскольку у Дамбо нет врагов, то и чернильного мешка для их отпугивания у него тоже нет. 38. Угорь-пеликан, пеликановидный большерот. Необычного угря совсем недавно удалось обнаружить и заснять. Когда это существо встречает добычу, его рот расширяется настолько, что практически превращается в шар.
Это дает угрю шанс захватить побольше еды, так как охотник из него никакой с его маленькими глазами и обитанием на глубине до 3000 метров. 39. Гигантская изопода. Живущие на дне существа напоминают мокриц, только их размер в 10 раз больше и может достигать 50 сантиметров. Как и в случае с большинством глубоководных обитателей, ученые не смогли узнать о гигантских изоподах столько, сколько им хотелось бы. Но немного о питании изопод они выяснили. Это падальщики и санитары морского дна. Когда они находят еду, то наедаются до отвала и дальше могут находиться без пищи 5 лет. 40. Рыба-гадюка Слоана. Подобно другим обитателям глубин, гадюка Слоана может похвастаться яркими фотофорами на животе, которые горят во тьме желтым или сине-зеленым цветом. Эти огни привлекают добычу и маскируют силуэт рыбы от хищников внизу и горе той рыбешки, которая решится приблизиться к мигающим огонькам. Рыба-гадюка резко захлопнет свою, широко раскрытую пасть, и острые клыки вонзятся в беднягу. Вряд ли кто-то из донных обитателей решится напасть на нее, одного взгляда на это милое лицо достаточно, чтобы отпугнуть любую потенциальную угрозу. 41. Японский краб-паук. Самый крупный представитель морских крабов, японский краб-паук, имеет 30-сантиметровый панцирь, а его 10 тонких гибких ног в размахе достигают 3,8 метра. Весит морской паук 20 килограмм, поэтому активно вылавливается в гастрономических целях. Плавать краб-паук не умеет, он неторопливо передвигается по дну, на своих длинных ножках в поисках того, что оседает как биологические остатки. Если он потеряет одну ногу или даже несколько при нападении хищника, то взамен спокойно отрастит новые. 42. Гигантский спиралевидный сифонофор. На этом фото изображен самый длинный из когда-либо зарегистрированных сифонофоров, встреченный на побережье Западной Австралии. Если увидеть его плывущим в океане, то он будет похож на нечто серебристое и извивающееся, как арт-инсталляция. Кому-то покажется просто блестящей нитью. Но все-таки это живой организм, схожий с медузой и обитающий в морских глубинах. Там сифонофоры собираются в колонии наподобие тех, что образуют кораллы. Длина этого огромного сифонофора настолько велика, что только внешнее кольцо может достигать 50 метров, больше размеров синего кита, а вся длина существа может быть 100 метров. Самое странное, что существо клонирует само себя, так что это колония клонов, которые действуют как единое целое, соединяясь в цепи. Охотясь, сифонофор сворачивается в форме спирали галактики. 43. Глубоководная кровавая медуза Лэмпоктес круентивентер. Необычное существо напоминает рубиновую медузу, но это не медуза. Потрясающе красивый цвет помогает этому плавающему желе избегать хищников. Кровавобрюхие грибневики – это их название. Плавают на глубине от 500 до 3000 метров в Тихом и Атлантическом океанах. Они передвигаются в воде, взмахивая своими мерцающими, похожими на волосы ресничками. 44. Ленточная рыба-пилохвост, обыкновенный идиокант. Рыба-обыкновенный идиокант с длинными прозрачными клыками и светодиодом, свисающим с подбородка, погружается днем на глубину от 500 до 2000 метров, всплывая ночью для поиска добычи. Размеры рыбы составляют от 20 до 40 сантиметров. Тело пилохвоста похоже на змеиное, без чешуи. Самцы имеют длину всего 7 сантиметров, пассивно висят в воде и, достигнув взрослого возраста, перестают питаться и деградируют. 45. Рак-богомол. Это крупное хищное ротоногое ракообразное обладает самыми сложными глазами в мире. Если человек может различать 3 основных цвета, то рак-богомол 12. Также эти животные воспринимают ультрафиолетовый и инфракрасный свет и видят разные виды поляризации света. Во время атаки рак-богомол делает несколько быстрых ударов своими ногами, чем наносит серьезные повреждения жертве или убивает ее. Способен нанести удар клешнями с силой пули 22-го калибра. Некоторые особо крупные особи раков-богомолов
способны разбить стекло с одного или пары ударов по нему. 46. Ломозуб. Воплощение ночного кошмара. Это пятнистая, темная рыба со светящимися огромными глазами и клыкастой пастью заманивает свою жертву с помощью биолюминесцентного отростка на подбородке. 47. Бронированный морской робин. Эта рыба действительно имеет броню, а также жабры, похожие на крылья. А еще триглида, такое наименование морской робин, имеет в научном сообществе, умеет ходить по дну. Этих рыб находят в глубоких тропических водах по всему миру, но чаще всего их можно встретить в Карибском море и Тихом океане у берегов Коста-Рики. Тела этих необычных существ имеют кораллово-красный цвет, а также покрыты тяжелой чешуей и шипами. Их бронированные пластины защищают туловище от давления, с которым рыбы сталкиваются на глубине 200 метров. Морской робин достигает в длину до 18 сантиметров. Питается он червями, некрупными ракообразными, например, креветками, и мелкой рыбой. Он высматривает добычу, передвигаясь на своих конечностях, или размывает песок своими крыльеобразными плавниками. 48. Морской огурец. Название этого существа часто вызывает на лицах улыбку, но вы бы не стали смеяться, если бы столкнулись с этим морским огурцом вживую. В обычном состоянии эти животные спокойно ползают по дну, но стоит только напугать их, как они выпускают токсин галатурин, который способен убить или, по крайней мере, оглушить любое животное неподалеку. Галатурии, к которым относятся морские огурцы, бывают разными, не все из них похожи на огурцы. Некоторые виды, например, имеют на одном конце своего длинного тела колышущиеся щупальца, похожие на ветви или цветки. Большинство из них обладают длинным и цилиндрическим телом, обычно покрытым мягкими наростами или щетинками. Галатурии обитают в морях по всему миру, ползая по дну, где активно питаются органическими отходами. Многие из них могут регенерировать потерянные части своего тела. Несмотря на внешний вид огурца, частей тела у них и правда много. Рот окружен пучком из 30 щупалец, которые помогают захватить детрит и ведет в закрученный кишечник. Он расположен рядом с органами дыхания, водососудистая система открывается прямо в клоаку. Хоть галатурии и лежат на боку, они обладают сотнями ножек, благодаря которым и передвигаются по поверхностям. К слову, их внешний вид не кажется таким неприятным, пока не встретишься с таким двухметровым существом лицом к лицу. Один из видов галатурии — морское яблоко, или Pseudacolochirus violaceus. Это существо отличается своим ярким округлым телом и десятками коротких щупалец, которые напоминают небольшие деревца. 49. Оболочники. Подводная версия венериной мухоловки. В ожидательном состоянии их ловчий аппарат расправлен, если же туда заплывает мелкое животное, губы сжимаются как капкан, отправляя добычу в желудок. Чтобы заманить жертву, они используют биолюминесценцию как приманку. 50. Морской дракон. Это рыба с огромной пастью, засаженной острыми кривыми зубами, с помощью биолюминесценции заманивает добычу. Поймав жертву, окрас морского дракона темнеет, чтобы замаскироваться от других хищников и насладиться добычей. 51. Свима. Самые удивительные представители из многощетинковых червей. Червей отличает наличие небольших светящихся зеленоватым светом образований, напоминающих по форме капли. Эти крошечные бомбочки могут отбрасываться, отвлекая противника в случае опасности, на протяжении нескольких секунд, что дает червям возможность скрыться. 52. Адский вампир. Небольшой глубоководный моллюск. Размер адского вампира в длину обычно составляет около 15 сантиметров. У взрослых особей имеется пара ухообразных плавников, растущих из боковых частей мантии, которые служат им основным средством передвижения. Практически вся поверхность тела моллюска покрыта органами свечения фотофорами. Адский вампир очень хорошо контролирует эти органы и способен производить дезориентирующие вспышки света длительностью от сотых долей секунды до нескольких минут. Кроме того, он может управлять яркостью и размером цветовых пятен.
53. Звездочетовые. Название получили за направленные вверх глаза. Единственные окунеобразные, у которых известна способность давать сильные, до 50 вольт, электрические разряды. Обычно лежат на дне, зарывшись в грунт почти целиком и подстерегают добычу. Некоторые приманивают ее специальным червеобразным отростком на дне ротовой полости. 54. Морской черт. Самец и самка рыбы морского черта отличаются по размеру в 1000 раз. Самка большую часть своей жизни проводит в прибрежной зоне и может вырастать до 2-метровой длины. Рот очень большой, с выступающей вперед нижней челюстью и выдвижной верхней, вооружен чистоколом сильных острых зубов. 55. Акула-призрак. Недалеко от побережья Японии иногда вылавливают столь необычных акул. Большие глаза, массивная голова, пасть как у кролика, совсем не сочетаются с крошечным хвостом и плавниками. 56. Ракушковые. Представители этого отряда малы, тело их заключено в двустворчатую хитиновую прозрачную раковину. С легкостью плавают с помощью антенн или ползают с помощью усиков и ног. 57. Слепой омар Dinochilus asubali. Этого омара обнаружили лишь в 2007 году в глубинах океана, неподалеку от Филиппин. Он уникален своей длинной клешней. 58. Эрена. Это первая беспозвоночная, обладающая красной биолюминесценцией. Медуза приманивает рыб, а затем жалит их щупальцами. 59. Антарктическая клубничная перьевая звезда. Недавно биологи возле Антарктиды обнаружили ранее неизвестный вид морских существ. На фото животные выглядят пугающе, у них 20 рук, некоторые из которых похожи на перья и крепятся к небольшой шишке. Из-за формы последней существо и назвали в честь клубники Promychocrinus fragarius или антарктическая клубничная перьевая звезда. 60. Рыба-улитка. Уникальные снимки рыбы из семейства морского слизня группа ученых из Австралии и Японии смогла сделать на рекордной глубине 8336 метров. Белая рыба вида Pseudoliparis считается одной из самых глубоководных в мире, причем на самой глубине обитают молодые особи, тогда как взрослые плавают в более высоких слоях воды. 61. Кошачья акула. Австралийские ученые открыли новый вид кошачьих акул, который получил название Episturus avicorugatus. О находке стало известно в прошлом месяце. Эти акулы примечательны благодаря ярко-белой радужной оболочке глаз овальной формы, которые напоминают кошачьи. Отсюда и название. Также они откладывают необычные яйцевые капсулы с T-образными продольными гребнями. Яйца акулы откладывают у северо-западного побережья Австралии в густых колониях кораллов на глубине от 400 до 500 метров. 62. Рыба-вампир. Паразитарное существо, похожее на угря, именуется морской миногой или Petromyzon marinus. Она встречается в том числе в Великих озерах в США, Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио. Морская минога присасывается к другим обитателям озер, в том числе к рыбам, и питается их кровью. Обычно популяцию искусственно контролируют, но в связи с пандемией и введенными ограничениями специалисты не могли выполнять работу, и поэтому популяция в Великих озерах стала расти. 63. Рыба-единорог. Полгода назад китайские исследователи обнаружили в пещере небольшого глубокого водоема с пресной водой в провинции Гуйчжоу новый вид рыб без чешуи, пигментации, зрения, зато с отростком на лбу, похожим на рог. Находку отнесли к роду Sinosiclochilus и дали имя Sinosiclochilus longicornus. Пока не ясно, какую функцию выполняет рог, он не освещает путь и не является своеобразным навигатором. Исследователи предположили, что отросток может быть для красоты. 64. Удильщик Джонсона. Этих засадных хищников можно назвать самыми привлекательными среди жителей темных глубин. Они приманивают добычу удочкой, на конце которой находится светящийся орган, заполненный симбиотическими бактериями.
На снимке изображена самка, самцы этих рыб в несколько раз меньше. У многих родственных видов они вовсе превращаются в мелких паразитов и присасываются к самке, получая от нее все нужные питательные вещества. Однако самцы удильщиков Джонсона сохраняют некоторую независимость и способны жить самостоятельно. 65. Тихоокеанский хаулиот. Эти любители темноты поднимаются к поверхности лишь по ночам, проводя большую часть времени на глубине нескольких километров. Их люминесцентные органы тянутся светящимися бусинами вдоль тела. Считается, что сияющий узор помогает хаулиодам в поисках партнеров для спаривания и служит предупреждением прочим хищникам. С таким противником лучше не связываться. 66. Черный живоглот. Океанские глубины совсем не богаты пищей, и способность запасти ее впрок часто оказывается бесценной. Особенно славятся этим живоглоты, желудок которых может сильно растягиваться и вмещать добычу вдвое длиннее самой рыбы и в 10 раз тяжелее нее. Иногда эти рыбы проглатывают добычу, которую они не в силах переварить. Начинается разложение проглоченной добычи, а накопленные газы вызывают гибель хищника и поднимают его на поверхность воды. 67. Воинственный батизавр. Свое необычное название батизавры, ящерицы глубин, получили из-за сплющенной по горизонтали головы, напоминающей череп рептилий. Ну а воинственными их окрестили благодаря характеру. На глубинах от 1 до 3 километров эти костные рыбы не знают ни одного серьезного противника и готовы атаковать почти любую движущуюся цель. 68. Носатая химера. В отличие от плащеносной акулы, о которой мы рассказывали в 30-м пункте, рыба-химера может сжимать челюсти с огромной силой, ломая даже раковины моллюсков. На ее спине крупный ядовитый шип, а вытянутый чувствительный нос чует добычу и в полной темноте. 69. Крылатка. Крылатка или рыба-зебра – рыба семейства скорпеновых. Обладает весьма заметной внешностью. Ее тело длиной 30-40 см расписано яркими полосами. Главное украшение крылатки – длинные ленты спинных и грудных плавников. Они напоминают веера из страусиных перьев или львиную гриву. Отсюда еще одно название крылатки – lionfish. Приближаться к этой красивой рыбке очень опасно. Реагируя на изменения обстановки, она поворачивается к нарушителю спокойствия спинным плавником, чтобы нанести ему ядовитый укол, который вызывает ощущение, как будто в руку вогнали раскаленный гвоздь. На месте поражения развивается отек. Самочувствие больного резко ухудшается уже в течение первых 10-15 минут после поражения. К жгучей боли присоединяются и общие симптомы отравления: падение артериального давления, параличи скелетной и дыхательной мускулатуры и, как следствие, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. На месте прокола может развиваться гангрена. Существует возможность смертельных исходов. В случае выздоровления длительное время беспокойства причиняет некротический очаг в месте инокуляции яда. Яд крылатки белковый, поэтому после укола необходимо делать попеременно горячие и холодные ванночки, чтобы яд свернулся, а также принять антигистаминный препарат и максимально быстро обратиться за медицинской помощью. Крылатки более активны ночью, поэтому в некоторых местах, как, например, в Дахабе, где их довольно много, ночное купание без фонаря может быть опасным. 70. Алепизавр – жуткий драконий плавник. Жуткий алепизавр известен науке давно, еще с 1741 года, когда во время исследования Камчатки тушу одного из них выбросило на берег. Это довольно большие животные, вес до 8 кг, а длина около 2 метров. А теперь добавьте к этому гигантский ребристый плавник, похожий на драконий хребет, стройное сплющенное туловище и широкую мощную пасть с тонкими зубами. Это стремительная, агрессивная и страшная тварь, способная охотиться не только по горизонтали, но и в вертикальном направлении, что не оставляет ее жертвам никаких шансов на спасение. На этом я бы хотел закончить это видео с 70 самыми опасными и жуткими существами Мирового океана. Ну и уже по традиции,
Для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Спинорог – рыба с опасными челюстями. Спинорог представляет собой рыбу из отряда иглобрюхих. Она имеет экзотическую окраску, поэтому может привлечь внимание ныряльщиков. Нижняя часть тела украшена пятнами или полосками. Плавники и рот окрашены в яркие контрастные цвета. Спинороги бывают голубыми, серебристыми с черными, желтыми, розовыми пятнами. Выглядит рыба очень привлекательно. Их опасность состоит в шипах, которые спрятаны внутри плавников. В случае необходимости спинорог выпускает шипы, укол которых крайне болезненный. Также рыба обладает крепкими челюстями с большими зубами. Спинорог, почувствовавший опасность, может напасть на человека и сильно повредить его, кусая и выпуская шипы. Вот такими у нас получились 70 самых опасных и жутких существ Мирового океана. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.